Так, в общем, проблема какая? Котел Хайр. И при запуске шумит вентилятор. Вот. И выходит ошибка. Е3. И пытается перезапускаться. Вот. Слышно нам шум. И все. Выключился. Опять ошибка. Теперь будем разбираться. Так, получается, вот вскрыл я крышку. Вентилятор. Теперь делаем как? Сначала обесточить, выдерну с розетки. Дальше отцепляем прессостат, отцепляем клеммы, отцепляем землю. Далее откручиваем вот эти шурупы, а вот эти, которые держат, их мы просто выкручиваем, но полностью можно, видимо, не снимать. Вот, первая проблема, конечно, может быть, что что-то забилось в сам дымоход. Вот. По идее, там коаксильный, он, в принципе, ничего туда залететь само по себе не может. Поэтому я решил туда не идти, а сразу отсюда снять и посмотреть. Вот. Может, просто надо почистить. Вскрытие покажет. Так, вот я вытащил вентилятор. То есть открутил. Правда, вот эту крышку тоже откручиваю. 4 болта. И вот так нагибаешь и вытаскиваешь. Вот. Теперь смотрим. Все прочистим. И будем крутить. Так, значит, что вот. Здесь мы открутили. Затем саму катушку снимаем, чтобы ее ничего не мочить. Там получается вот эти 3 болта откручиваем. Вот они. Здесь стоит, крепит. Потом здесь ВДшкой побрызгали. И здесь получается левая резьба. То есть откручивается по часовой стрелке. Вот, и снимаем. Так, получается, вот подшипник вот здесь стоит. Вот. Если посмотреть, то у меня вот здесь люфт. Вот на нем самом. Так, люфтит волсом. Вот. Так, надо теперь снять его. Здесь вот стопорное кольцо. 2 стопорных кольца. Их надо снять и уже выдернуть с подшипника сам ротор. Так, собрал. Все, короче, почистил, промыл от пыли. Здесь все проточной водой помыл. Подшипник в хорошем состоянии. Ничего не закусывает. Сейчас будем собирать обратно. Так, все собрал. Сейчас включаем и смотрим. Так. Добавим, что включился. Так, сейчас поджиг. Все. Поджиг. Все. Поехали. Вентилятор заработал. Без шума.
И все нормально работает. Все, вот, в принципе, ничего делать не надо было, просто снять, почистить, где надо смазать. Для этого нам понадобилось 2 отвертки. И все, пожалуйста.